После июньских сплавов в Чусовой и Сылве мы отправились путешествовать в Сибирь, а именно на Великое озеро Байкал. Целью первой части путешествия стал хребет Хамар-Дабан, хотя изначально мы собирались посетить Восточный Саян. Однако в самом начале июля в Бурятии ввели двухнедельный локдаун из-за ковида, и никто не знал точно, продлят его или ограничения снимут по прошествии 2 недель. Так что нам пришлось оперативно менять планы. На вокзале города Слюдянка нас подобрал таксист и отвез в хостел при музее минералов Валерия Жигалова. Сам музей мы посетим позже, и его историю я поведаю в следующей части. А пока что нам нужен был только ночлег и отдых после долгой поездки на поезде. Поход по Хамар-Дабану – это только часть путешествия по берегам Байкала, поэтому мы привезли с собой много заготовленной заранее еды. После нашего размещения в хостеле мы отдали часть ее на хранение и отправились гулять по Слюдянке. Ага. Слюдянка – город небольшой, провинциальный, но нам он очень понравился. Еще бы, он расположен на самом берегу Байкала и почти со всех сторон окружен горами. В центре, рядом с площадью и напротив сквера, в котором бьют фонтаны, находится Дом культуры «Железнодорожник». В его архитектурный состав входит водонапорная башня, построенная в 1900 году, и старинный паровоз Л-3504, называемый в честь конструктора «Лебедянка». В самом сквере есть стенд с картой маршрута на пик Черского, который тоже входил в наши планы. На карте отмечены названия мостов через реку Слюдянку, вдоль которой поднимается тропа, а также другие достопримечательности, встречающиеся на этом пути. Так что уже здесь мы начали догадываться о большой популярности маршрута и поняли, что на тропе будет достаточно людно. Слюдянка – крупный железнодорожный узел. На станции взгляд сразу цепляется за здание вокзала. Считается, что это единственное здание в мире, построенное полностью из мрамора. Мрамор для его постройки добывали рядом с городом. Построен вокзал был в 1904 году, но даже сейчас здание снаружи сохранилось в первоначальном виде. Напротив вокзала стоит деревянная церковь Николая Чудотворца, а уже за ней, буквально в паре сотен метров, раскинулся величественный Байкал, и в частности залив Култук. С бетонной набережной хорошо виден мыс Шаманский, и мы потихоньку пошли в его сторону. От набережной в воду на несколько десятков метров уходят бетонные конструкции, напоминающие пирсы. Мне показалось, что это волнорезы, но подтверждения своим догадкам я пока что не нашел. На этих конструкциях прогуливалось много людей, и они что-то снимали на телефоны. А когда мы подошли поближе, выяснилось, что снимают они байкальских нерп. Мы с Викой очень надеялись увидеть этих уникальных животных хотя бы раз, но даже не могли себе представить, что случится это на городской набережной и в первый же день. Всего в воде резвилось несколько тюленей, но через несколько минут большое количество людей их спугнуло, и они потихоньку уплыли. Возле устья Слюдянки, через которое проходит дорога, ведущая на мыс Шаманский, видимо, любят рыбачить местные жители. Тут есть и гаражи для их лодок, и удобный подход к воде. После большого болота, раскинувшегося рядом с дорогой, начинается песчаный пляж. На нем, несмотря на довольно прохладную погоду, отдыхало много компаний с палатками. В начале июля в Сибири активно цветут луговые растения, особенно в горах.
Здесь, неподалеку от железной дороги, где начинается мыс, мы впервые встретили огромные ковры цветущих желтых лилий и альпийских астр. Мыс Шаманский – памятник природы регионального значения. Помимо этого, он считается символом начала Байкала, поскольку является самой западной точкой озера. Место очень популярное, а у бурят вообще считается священным. Как гласит предание, в одной из пещер мыса похоронен шаман, и за это, собственно, мыс и получил свое название. В этих пещерах, со слов местных жителей, была обнаружена стоянка древнего человека и его же наскальные рисунки. Однако в связи со строительством Иркутской ГЭС и заполнением Иркутского водохранилища уровень воды в Байкале поднялся почти на 1,5 метра, и пещеры оказались затоплены, поэтому и проверить эту информацию достаточно сложно. Вдоволь нагулявшись по берегу озера, мы вернулись в хостел, чтобы начать готовиться к походу. Такое вот помещение для жилья нам выдали. Деревянные нары. Тут на несколько человек, наверное, на 16 точно будет. Чайник выдали электрический. Чайнику вообще мы обрадовались сильно. Даже электричество есть, чтобы всю свою технику зарядить. Время 8:35. Мы уже выдвинулись в путь в сторону метеостанции Хамар-Дабан. Планируем сегодня до тут дойти, но как пойдет, с непривычки, будет, думаю, тяжеловато. Первым делом мы зарегистрировали свой маршрут на базе МЧС, которая находится в самом начале тропы. Самым серьезным препятствием на этом маршруте является река Утулик. Высокий уровень воды в начале июля и очень быстрое течение могут сыграть злую шутку с неподготовленными туристами или немногочисленными группами, которые не в состоянии малыми силами организовать надежную переправу. Обо всем этом нас предупредил сотрудник МЧС, записал нас в журнал, и мы отправились вверх по течению реки Слюдянка. На площади в городе я сфотографировал стенд с картой маршрута. На нем были подписаны названия мостов. Я первое время старательно считал их, сверяясь с названиями, но вскоре все мосты, мостки и мостики смешались, и я забросил это дело. Примерно половину пути до метеостанции идет грунтовая дорога, по которой курсирует ГАЗ-66 с туристами. Но услугами заброски мы пользоваться не хотели, поэтому весь путь прошли пешком. В одном месте дорога вплотную подходит к карьеру с названием «Перевал». Здесь всюду висят таблички, предупреждающие о проведении взрывных работ, и по лесу раскиданы глыбы белого мрамора. Сегодня суббота, поэтому нам встречалось огромное количество туристов, желающих попасть на пик Черского. Мы шли не спеша, поэтому нас все обгоняли. Тропа сильно петляет и в зависимости от прижимов реки переходит с одного берега на другой, поэтому здесь столько мостов. Примерно на половине пути дорога приводит к небольшой базе отдыха в лесу. На ее территории часто останавливаются туристы на отдых или на обед. Мы тоже решили здесь устроить небольшую передышку, но обедать еще не хотели, поэтому через несколько минут пошли дальше. После базы отдыха грунтовая автомобильная дорога сменилась обычной тропой. Высокая трава и влажность в лесу намекали на то, что здесь можно подхватить клеща, поэтому штаны мы заправили в носки, и это вроде как даже помогло.
Здесь остановимся на обед. Первый клещ снял с лица прям. Очень многих туристов привлекает цветение луговых трав в Сибири. Особенно цветение жарков, которые до этого мы видели только на видео и фотографиях. Но очень хотели увидеть своими глазами эти залитые огненными пятнами яркие поляны. Однако пока что встречались только одиночные цветы. Зато других цветов было предостаточно, и их тоже хотелось постоянно снимать. Бурундучок. На стенде с картой маршрутов с Людянки было отмечено, что символом тропы на пик Черского является бурундучок Ероша. Естественно, бурундуков здесь много, и все они чуть ли не ручные, поскольку прикормлены туристами, которые ходят здесь круглый год. Мы, в свою очередь, всех их называли ерошами и любили наблюдать за ними. Бурундуки весьма забавно набивают еду, которую не могут съесть, в защечные мешки. Ее они относят в нору и прячут. Постепенно тропа привела нас к урочищу Горелые Поляны. Как таковых полян здесь, конечно, нет, поскольку тропа проходит по достаточно узкой горной долине. Но многие деревья на склонах гор были сухие, как часто бывает после пожаров. Еще это место называют Горелая Падь, что более соответствует действительности. Вскоре тропа начинает расходиться с рекой, и последняя затихает где-то вдалеке слева. Примерно за километр до метеостанции мы подошли к Казачьей поляне, по которой гуляли лошади. Предусмотрительно остановились на отдых, поскольку сразу за поляной тропа начинает круто подниматься по склону и в конце дня может отнять очень много сил. Поскольку местность здесь открытая, было много ярких цветов. В дальнем конце поляны, перед самым подъемом, встретилась небольшая россыпь огненных жарков. С большим трудом преодолев последний километр и крутой подъем, мы оказались возле метеостанции Хамар-Дабан. Проход на ее территорию запрещен, однако сотрудники разрешают набирать воду в колодце, являющемся единственным в округе источником воды. Палатки можно ставить в лесу рядом с метеостанцией, однако поблизости есть 2 турбазы, где можно снять домик. Туристов здесь было так много, что мы с трудом нашли более-менее подходящее место. Немного отдохнули после тяжелого дня, после затяжного, так сказать, подъема. Приготовили сейчас все к ужину. Сейчас Вика придет и начнем готовить. Она пошла на метеостанцию. Звонить, там связь до этого была. У нас палатка неподалеку от дороги находится. Хорошие места все практически заняты. А народ все прибывает и прибывает. Здесь вокруг, если оглядеться, все занято. Где-то дым идет. Где-то слышны звуки топора, крики. На мотоциклах даже люди приезжают. В общем, здесь людно достаточно. Сегодня еще суббота. Второй день нашего похода. И мы выдвигаемся на пик Черского. Туда уже часов с 7 утра, вот как мы проснулись, уже туда люди шли потоком сплошным. Там, наверное, очередь будет на вершине. А это долина реки Подкомарная. Внизу находятся водопады, тоже одна из местных достопримечательностей, на которой ходят все полюбоваться. Там их несколько штук. Каскады есть. Вот где-то там внизу находится. Уже даже слышен шум.
Тропа на вершину проходит по Старокамарскому тракту, старинной почтовой дороге в конце XVIII и начале XIX веков, соединявшей Сибирь с Монголией и Китаем. Подъем достаточно крутой, и местами из-за перепада высот дорога извивается небольшими серпантинами. В некоторых местах есть подобие смотровых площадок. С одной из них открывается вид на гору вулканический купол, под которой приютилась метеостанция и базы отдыха. Как видно из названия, эта гора появилась в результате извержения вулкана и сейчас является геологическим памятником природы. На горизонте даже проглядывают Тункинские гольцы, расположенные в Бурятии. На границе леса и альпийских лугов от дерева с огромным количеством разноцветных ленточек начинается одна из троп, ведущая на вершину горы. Здесь раскинулись бескрайние поляны с цветущими травами, а чуть выше, через несколько сотен метров, эта тропа приводит к скалам, которые называются Первым Гольцом. Отсюда уже виден сам пик Черского и второй голец, расположенный правее. Виды здесь, конечно, умопомрачительные. Вокруг возвышаются величественные горы, в долинах бегут ручьи, а горные хребты, уходящие за горизонт, буквально лишают дара речи. Цветов море. Эти скалы со снежником, где еще видны эти люди, отмечен на карте как Первый Голец. А вот эта возвышенность, если ее так можно назвать, это Второй Голец. Там установлен памятник погибшей туристке. Все поднимаются, на вершину забираются. Тропа проходит через Второй Голец, через гребень вот этот вот страшный. Далее тропа проходит по узкому перешейку между Первым и Вторым Гольцами. Как это ни прискорбно, но даже такие доступные для всех горы порой забирают жизни людей. Да, в горах надо быть внимательным на каждом шагу. Вид со Второго Гольца на гребень. Отсюда не таким страшным он кажется. Тропа на вершину. Там с вершины еще тропа спускается. Спускается она к озеру Сердце. Несмотря на кажущуюся простоту, передвигаться по гребню достаточно опасно. Справа он, конечно, более пологий, но слева обрывается вниз на несколько десятков метров. В одном месте даже проложена страховка из металлического троса и альпинистских веревок, поскольку без них есть риск сорваться. Все-таки по скалам полазать придется. Пока еще поднимаемся. Это вид на гребень. Соответственно, Второй Голец, уже выше него забрались. Там он памятник. Вот это вот в центре кадра сейчас Первый Голец. А вот эта вот гора с обрывами тоже сейчас в центре. Это как раз вулканический купол высотой 1616 метров. Как раз внизу, здесь у подножья, находится база отдыха и метеостанция. Ну и, соответственно, наша палатка стоит там. Вот мы и на вершине пика Черского, высотой 2090 метров. Здесь стоит крест, триангуляционный пункт и прочие нагромождения, не особо нужные в таких местах.
Почему-то людям постоянно хочется что-то затащить в гору и поставить там. Так, сейчас панораму засниму. Начнем с Байкала. Вот он. В дымке весь практически не видно. Ну вот там по противоположному берегу можно догадаться, что это Байкал. Кто-то змеи запускает. Дальше идем. Вот сейчас все красоты Хамар-Дабана посмотрим. Здесь уже виды на юг. Байкал немного северо-западнее находится этой точки. К сожалению, тут все заставлено на вершине. Не все позволяет на 360 градусов смотреть. На небе, как всегда, на этом хребте пасмурно. Здесь дальше в дымке синеют вдалеке восточные Саяны. Их сейчас плохо видно из-за дымки, из-за той же. Там внизу уже виден Култук вроде бы. Поселок. Все, и вернулись к Байкалу. Култук. После пика Черского мы пошли к озеру Сердце. Причем тропа шла не обратно через второй Голец, хотя так тоже можно пройти, а спускалась от вершины сразу вниз. Перешейки между горами здесь такие узкие, что без труда можно смотреть с них сразу в обе долины. Сама тропа уходит круто вниз по одному из обрывающихся склонов пика Черского. Часто, когда я иду по подобной тропе, меня посещают мысли о том, кому понадобилось идти именно здесь, а не там, где, может быть, и идти намного легче. А тут, бывало, посмотришь вниз с какой-нибудь скалы, и голова вот-вот закружится. Это еще ладно мы. У нас трекинговая обувь и трекинговые палки, с которыми есть 2 дополнительных точки опоры, да и в целом легче ходить по горам. Но ведь по таким местам ходят люди в обычных босоножках, да еще и с детьми. Озеро Сердце находится на дне ледникового кратера. Его окружают высокие стены Хамар-Дабана, снизу кажущиеся неприступными. Как и у многих горных озер, его вода чиста и прозрачна, и так приятно после подъемов и спусков ею освежиться. А так посмотришь, и даже не скажешь, что здесь можно подняться или спуститься. Глубина уходит в бесконечность. В озеро стекает несколько небольших ручьев. Возле одного из них, на большом валуне, мы расположились, чтобы подкрепиться после долгой прогулки. После скромной трапезы мы обошли озеро, поскольку с той стороны доносился шум падающей воды. Из озера Сердце вытекает небольшая речушка Мангутайка, которая поначалу бежит по каменистому руслу, а вскоре и вовсе превращается в достаточно живописный водопад. Несмотря на усталость, которая начала давать о себе знать, мы спустились к нему, поскольку посчитали, что такие моменты нельзя упускать.
После водопадов мы вернулись к озеру. От него надо было подниматься в сторону второго Гольца. Сейчас по этой тропинке будем подниматься на перевал Посетительский. Вот там уже группа с детьми поднялась уже практически. Вот в общем планом тропа. Взгляд невозможно оторвать от всего этого цветочного разнообразия. Огромные цветочные луга, разноцветные, раскинулись под ногами. Седловина перевала Посетительский. Это вот второй Голец. Собственно, сам пик Черского. И вот внизу озеро, от которого поднимались. Мы решили не подниматься на второй Голец, чтобы потом спуститься сразу к лагерю. А решили спуститься с седловины перевала Посетительского вот отсюда вниз, в долину ручья Посетительского. Там посмотрели, на карте обозначен водопад, решили заодно и его глянуть. Сегодня, когда поднимались на первый Голец, видели лагерь внизу, тоже я показывал. Вот он как раз где-то неподалеку от водопадов находится. Самые истоки ручья. Спуск с перевала несложный. Тропа проходит по очень живописной долине, в которой снова нас задерживали огромные поляны цветущих трав. Ручей течет. А здесь вокруг все заболочено. Тропа чуть левее идет. Туда вот сейчас уходим. Ручей Посетительский берет свое начало под одноименным перевалом. Затем он впадает в небольшую речку Каменку, текущую из соседней долины, а она, в свою очередь, в реку Подкомарную. Водопады, до которых мы дошли в этот день, находятся на Каменке. Уже вечерело, так что мы решили далеко не ходить и ограничиться пока этим. Но водопады Подкомарной, судя по описаниям, должны выглядеть более грандиозно, так что сюда мы еще обязательно зайдем. Под вечер погода начала портиться, и мы поспешили вернуться на стоянку. В конце подъема такой сюрприз. Огромная поляна жарков. А сзади все в тумане. Ни гор не видно, ничего, все в молоке. Да, давно я мечтал увидеть именно такие поляны цветущих жарков. К сожалению, непогода гнала нас к палатке. Вечером зарядил промозглый дождь, который продолжался до середины следующего дня.